Это синтетический лабораторный вирус. Списки зараженных могут быть в 15-20 раз выше. Преследование китайцев сейчас начнется, когда случится война. Сформируется совершенно новый мировой порядок. Мы почти месяц живем в режиме самоизоляции. Но вы заметили, что яснее не стало? А есть ли вообще этот COVID-19? Вот каждый день появляются десятки новых сообщений, десятки новых статей, десятки новых мнений. Как говорится, есть сотни субъективных мнений и объективное мое. Давайте попробуем вместе разобраться. Эта пандемия была объявлена заранее. Сейчас. Да-да-да. Сейчас все, кому не лень, делают вот эти вот сюжеты, достают из СМИ, из журналов, да, за прошлый год и ищут там всякое доказательство, да, того, что, ну да, конечно, об этом же было всем известно заранее. Ну давайте на самом деле самый яркий пример. В 2015 году были опубликованы результаты совместных экспериментов ученых из 3 университетов США, университета Уханя и одного итальянского исследователя. Они создавали коронавирусы в лаборатории и заражали им клеточные культуры и мышей. Они хотели создать вакцину. Понимаете, да? В этом же году наш любимец Билл Гейтс выступил с известной речью, в которой в частности сказал, что мир не готов к следующей коронавирусной пандемии. Он что, был в курсе, что ли? Может, он вообще все это придумал? В общем, из этого вытекает следующий очень серьезный вопрос. А не специально ли нас всех хотели заразить? Есть, кстати, 4 теории, по которым этот вообще вирус попал и распространился на человечество. Первое. COVID-19 был передан от летучей мыши непосредственно людям. Второе. Вирус COVID-19 перекинулся на человека, представьте себе, от панголина. Млекопитающее, покрытое чешуей, который был незаконно вывезен в Китай из Малайзии. Интересная версия, да? Третье. Существует родительский штамм 2 вирусов COVID-19, которые, к сожалению, до сих пор ищут и никак не могут нигде обнаружить или найти. Ну и, наконец, 4. Внимание. Это синтетический лабораторный вирус. В общем, сюда же идет вся та истерия по поводу Китая. Дескать, все вирусы всегда приходят из Китая. Ребята, вы вообще о чем? А? Ну, откройте Википедию, там, почитайте, например, вот испанка, помните? Вот была фактически американским гриппом. ВИЧ пришел вот из Африки, вот, а свиной грипп, например, из Мексики. А вот, например, пандемия холеры 60-х годов, миллионами смертей, которые вот означается из Индонезии. Ну вот успокойтесь, а то у нас еще вот преследование китайцев сейчас начнется на этой почве. Так вот, что же теперь из этого, правда? Как вы думаете? А я вам скажу, это все не важно. Не важно. Важнее то, что мы сейчас будем делать со всем этим. И вот здесь вот проблема. С вирусом, на мой взгляд, нужно бороться как с вирусом. Но сейчас это прежде всего элемент политического и экономического торга. Ну и там противодействия всякого. Что я имею в виду? Внимание! Пропаганда, которая ведется сейчас в каждой отдельной стране, работает на одну основную цель. Рассказать всем, что только мы правы. Например, Лукашенко прав, что карантин не вводит. Путин прав, что не тратит сразу много денег на поддержку экономики. Трамп прав, что тратит сразу очень много денег и так далее. Но всего, что нам наобещали, никто у нас не отберет. Это мы знаем. Да? Вместо того, чтобы работать на просвещение населения, на снижение паники, государственная пропаганда каждой страны меряется списками. Списками материальной помощи, которая может быть впоследствии оказана. А тем временем списки зараженных только растут. И еще очень важная вещь. Важную вещь показала эта пандемия. Европа, да и США тоже недооценивали и по-прежнему недооценивают Китай
и вообще недооценивают всю Азию. В их головах не укладывается, что не совсем демократический Китай может бороться с пандемией эффективнее. И как бы мы этого ни говорили, что Китай закрыт, и мы многого не знаем, но факт остается фактом. Ухань открыли. И китайцы показали, как быстро, как эффективно они могут решать такие вот задачи. На самом деле китайцы сделали выводы еще при первой вспышке атипичной пневмонии. Тогда в Китае была установлена программа мониторинга, которая должна как можно раньше сообщать о заметном увеличении случаев. Как просто. Когда у 4 пациентов в течение короткого времени обнаружили атипичную пневмонию, эта система мониторинга сработала. Она включила тревогу. И 31 декабря 2019 года правительство Китая сообщило Всемирной организации здравоохранения, что у 27 пациентов в Ухане диагностировали атипичную пневмонию. Но еще не было ни одного случая смерти. 7 января 2020 года та же команда в Пэнчжоу, это Уханьский институт вирусологии, которая предупредила о пандемии короны в марте 2019 года, выпустила уже, представляете, в мир полностью определенный геном возбудителя, чтобы все могли как можно быстрее разрабатывать наборы для исследований по всему миру. Кто-то этим занялся? И, кстати, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала закрывать Ухань, но Китай все равно закрыл. Второе. Наверное, то, что вызывает сейчас самую большую дискуссию, это следующее. Корона — это все-таки обычный грипп или что-то посерьезнее? И вот тут я бы хотел отметить, что я тоже поначалу, задавая себе этот вопрос, скорее верил, что это обычный грипп. Но посмотрите теперь хотя бы на один показатель. Число врачей и медсестер, которые заразились, обслуживая пациентов. 25-30% персонала больниц в Европе заражены коронавирусом. Это при том, что они сейчас неплохо экипированы. Гораздо серьезнее, чем, например, раньше. Было ли такое во время сезонных эпидемий гриппа ранее? Сомневаюсь. Кроме того, что больницы сейчас заполнены пациентами совершенно одними и теми же диагнозами, очень похожими симптомами. Это тоже, в частности, говорит нам о том, что ситуация-то серьезная. Ни при какой вспышке ОРВИ ранее до этого не было распоряжения по больницам принимать только по скорой. А сейчас оно есть. Те, кого могут оставить дома, тех оставляют дома при этом. Сколько на самом деле людей болеет? Сейчас каждый хочет понять масштабы этой пандемии. Еще 16 марта была опубликована американо-китайская статья, где в частности говорилось, что из 100 ковид-позитивных тестов лишь 14 попали под тестирование, то есть в статистику. То есть реальные цифры могут быть в 15-20 раз выше. И мы их ведь вряд ли с вами дождемся в ближайшее время. При этом, например, ученые говорят, что гораздо важнее сейчас выявить не общее число зараженных, о чем СМИ трубят, да, а гораздо важнее, например, понять количество тех, у кого и тест положительный, и есть симптомы заболевания. Или, например, количество госпитализированных пациентов с COVID-19 во всех видах больниц. И в инфекционных больницах, и общих больницах, и в отделениях интенсивной терапии. И, например, количество пациентов на искусственной вентиляции легких. И, конечно же, количество умерших. Вот это у нас, кстати, есть. Да, но объективность этих цифр мы не можем с вами проверить. Я, например, вообще не верю СМИ. И еще один показатель, очень важный, на мой взгляд, это количество зараженных врачей и медсестер. Вот если бы все эти данные у нас были бы, то мы, конечно, бы могли говорить о реальной картине,
этой пандемии. А нынешние числа, которые нам ежедневно транслируют СМИ, они являются лишь приблизительными. И, я думаю, не объективным отражением текущих событий. Я думаю, они слишком эмоционально давят на нас, а это не то, в чем мы сегодня нуждаемся. Идем дальше. Умирают только старые и больные. Первое. Хочу спросить, а какое это имеет вообще значение? А то я уже начитался разного рода экспертов на тему, например, естественного отбора и всякого такого прочего. Вы что, серьезно, что ли? Я бы посмотрел на этого любителя Евгеники, если бы его, например, мама или бабушка заболели. Он тут же бы накатал, да? Пост о кровавом режиме, о этой совершенно убогой отечественной медицине, еще о чем-то. Важно другое, будем ли мы бороться за тех, кому не очень повезло с иммунитетом, или возраст, например, за 60. Я думаю, нужно бороться за каждого. И, возможно, именно поэтому нам нужно сейчас взять, стиснуть зубы и посидеть дома. Давайте будем закругляться и подытожим. Что мы знаем и чего мы не знаем на сегодня о короне? Мы знаем, что это агрессивный вирус, что средний инкубационный период составляет 5 дней, а максимальный нам непонятен. Мы знаем группы риска, и что бессимптомные, например, носители могут заражать других людей. И главное, вакцинация против коронавируса, хотя бы одного из них, никогда не была разработана. Это мы тоже, кстати, знаем. Мы до сих пор точно не знаем, есть ли иммунитет после этого вируса. Хорошо. И если есть, то как долго, например, этот иммунитет может нас защищать? Это, кстати, к вопросу о всеобщей вакцинизации. Да? Мы также не знаем, когда пандемия пойдет на спад. И помогут ли нам в действительности те летние температуры приостановить поток. Помните? Раньше говорили, что вирус боится больших температур и что жара его остановит. Но мы же не знаем. Придется ждать лета, чтобы проверить эту версию. Еще мы вдруг неожиданно заметили врачей. Поняли, что от того, как они будут обеспечены, от того, как они будут образованы, какая зарплата у них будет, зависит наша жизнь и здоровье. Мою идею с памятником врачам-героям поддержали и СМИ, и общественность. Не потому, что Рыбаков там что-то там придумал, а потому что появилось понимание. Врачи – это наш основной ресурс здравоохранения. Что нам с этими знаниями теперь делать-то? Величайшая сила в мировой истории – человеческая изобретательность и адаптивность. В ближайшее время мы все с вами станем свидетелями глобальной реструктуризации. Сегодняшний кризис, конечно же, пройдет, но мир изменится и сформируется совершенно новый мировой порядок. Этот опыт во многом сделает нас лучше и поможет глубже оценивать базовые основы нашей жизни. Мы сможем выйти из кризиса. Мы станем сильнее и лучше, чем были до этого. Как нам стоит измениться? Если мы заглянем в историю, то увидим, что любая система работает на тех, кто ее контролирует. В США, например, 40% самых богатых людей инвестируют в образование своих детей, вдумайтесь, в 5 раз больше денег, чем оставшиеся 60%. В их интересах сохранить существующую систему. Я же верю, что существующая система нуждается в тотальном реформировании. Я также верю, что следует испечь пирог побольше и разделить его на всех. Нужны реформы, которые будут способствовать росту производительности труда, благосостоянию граждан. Нужно не просто раздавать деньги людям, нужно сделать их эффективнее. Нужно нас сделать эффективнее. Нужно реализовать всю экономическую и политическую систему. Надо инвестировать в то, что формирует наше будущее. Например, в образование.
Чем больше людей сможет получить хорошее образование, тем больше людей сможет соперничать и постепенно поднимать планку своей жизни, удовлетворенность своей жизни. Производительность перекроет любые расходы, если будет реализована в верных областях. И я верю в то, что сейчас, в тот самый определяющий момент, в котором мы находимся, мы переживем и мы переродимся, и мы станем другими. Мы заменим виртуозное всезнайство и невежество, вот это вот высокомерие на осведомленность и способность понимать и сотрудничать, взаимодействовать. Единственная альтернатива этой гуманной тактике — ждать, когда случится война. Воспользоваться этой войной и устранить наших конкурентов оружием. Каждый может решить для себя, что он думает о таком решении. Мы надеемся, что у человечества улучшится память. Мечтать не вредно? Да, не вредно. У меня все.